Всех приветствую на канале. В данном видеоуроке покажу еще один вариант красивой обвязки, если вы вяжете салфетку, скатерть, подставку под горячее. Очень простой, вяжется только один ряд, но довольно-таки оригинально. Как связать такой идеальный круг с столбиками с накидом? У меня есть на моем канале полезное видео, где есть 3 варианта перехода на новый ряд. Повторять не буду, просто оставлю ссылку на полезный видеоролик в описании. Вязать буду из шнурочка Карамель Бэби 2 мм. Заказать такой шнур можно со скидкой 10% по моему промокоду. Итак, приступаем. Делаем петельку. Берем нашу салфетку или подставку и заходим с лицевой стороны под любую косичку. Вытянули, чтобы петельки у вас были длинными. Берем крючок, использую крючок номер 3. Вот так вот развернули и провязали. Далее двигаемся не вперед, как обычно, а назад. Под косичку, которая рядышком, вытянули петельку, 2 петли на крючке, опять разворачиваем вот таким вот образом и провязываем. Двигаемся в противоположную сторону. Еще раз повторяю, под следующую косичку вытянули, вот так вот перекрутили и провязали. Снова под следующую косичку вытянули, перекрутили, провязали. Смотрите, какая красивая получается обвязка. Вот такие вот петельки необычные, да, и сверху вот такая перекрученная косичка. Снова под косичку 2 петли на крючке, вот так вот развернули и провязали. И таким образом мы обвязываем всю салфетку. Либо это у вас ковер, либо подставка под горячее. Всего лишь один ряд. И вот так вот красиво получается. Смотрите, какая красивая обвязка. Итак, я обвяжу весь круг и покажу вам, как закрыть ряд. Еще раз покажу, какие зубчики получаются. Смотрите, как они интересно переплетаются. И вот такая косичка интересная, замысловатая. Вяжем далее. Итак, остается нам провязать, смотрите, последняя петелька у нас. Захватили ниточку, прокрутили, провязали. Теперь отрезаем наш шнур, вытягиваем вот эту ниточку и формируем красиво последнюю петельку. Заходим с изнаночной стороны. Как всегда я показываю в своих видео, чтобы вы закрывали ряд идеально красиво. Все. Далее хвостики прячем и прижигаем зажигалкой. Итак, посмотрите, какая у нас получилась салфетка. Ну, то есть я на примере вот такой небольшой подставки под горячее показывала, как делать такую красивую обвязку, которой можно обвязывать ковры, да, вообще любые изделия. То есть я просто на примере салфетки вам показала. Вот как выглядит изнанка. Вот как сбоку выглядит вот эта косичка. Смотрите, по-моему, получилось очень красиво. Если вам тоже нравится, как и мне, ставьте ваши лайки и подписывайтесь на канал. Всем пока-пока.